А что вы хотели, я не могу понять. Это же ремастерит, а не ремейк. Понимаете, есть вот ремастерит, а есть ремейк. Соседский. История игрушек начала. Стоп. Давай еще раз поностальгируем и вспомним, какие игры были у нас раньше. You have my ear, citizen. С нами Бог. Remember, no Russian. А вот как же было раньше хорошо, что не игра, шедевр было. А что же мы имеем сейчас? 500 часов гринда, десятки километров пустого открытого мира, pay to win в мультиплеерах. Игры давно уже делают не гении, не разработчики, а эффективные менеджеры. Компании и издатели сейчас думают не о том, как бы принести игроку больше удовольствия, а о том, как бы содрать с него больше денег. И это печально, по правде сказать. Сегодня я расскажу, так ли все однозначно и правда ли игры это теперь простые деньговыжималки без души. Что осталось последним оплотом искусства в геймдеве? Почему Джонни Сильверхенд был прав? И почему игра, которую я делаю, элитарна? Всем привет, с вами Зен, поехали! Спонсора у сегодняшнего видео нет, так что я хочу прорекламировать свой Бусти. На Бусти вы можете купить мою подписку, тем самым поддержав меня, выход моих видео и разработку моей игры, а также получить плюшки взамен. Помимо этого вы можете купить отдельно ассеты для ваших игр. В общем, ссылка в описании. Глава 1. Раньше было лучше. Вы наверняка часто слышали фразу «раньше было лучше» от своих предков, когда они говорили о былых временах. Вот, мол, трава была зеленее, небо голубее, солнце светлее и люди добрее. Но в последнее время эту фразу также повторяют многие геймеры, когда вспоминают о играх своего детства. А почему нам кажется, что игры раньше были лучше? Ну, будем честны. Во-первых, некоторые игры и вправду были хороши, и они даже удостоились звания культовых. Но есть игры, в которые больно играть сегодня, хоть и в прошлом вы получали неимоверное удовольствие от них. Например, я в своем детстве играл в какую-то игру по «Ну погоди». Это был платформер, где ты играл за волка из мультсериала, и тебе надо было проходить уровни за уровнем, чтобы достичь какой-то там цели. В детстве мне реально нравилась эта игра, я потратил на нее порядком времени. Но скачав ее недавно, попутно пройдя 9 кругов ада, я был поражен тем, насколько криво она была сделана. Коллизии неровные, спрайты лагающие, мувмент уровня игры на Unity от 12-летнего разработчика. Одним словом, ужас. Но ведь раньше я играл, и мне нравилось, как так? А все дело в том, что со временем наш мозг сглаживает углы прошлого, и то, что нам казалось восхитительной игрой 12 из 10 на кончиках пальцев, оказывается на самом деле еле-еле дотягивает до четверочки, и то с большим минусом. А если еще прибавить ко всему то, что в детстве вы в принципе гораздо более впечатлительны, то можно вообще ужаснуться, во что вы тогда играли. Глава 2. Душа. В каждом предмете искусства есть некоторый шарм, и можно даже сказать своя душа. Но давайте будем честны, у игр сейчас крайне редко прослеживается душа. Связано это с тем, что разработчики просто не любят свое детище и делают его из-под палки эффективных менеджеров. Большие издатели нынче не дают развернуться творческой фантазии разработчиков. Разработчик не может просто добавить классную механику в игру, ему надо придумать, как эта механика будет приносить деньги издателю. Раньше же издатели всячески поощряли творческие порывы разработчиков и давали добро на многие идеи.
идеи. Разработчикам нравилось то, что они делают, и они вкладывали частичку себя в разработку игры. Также немаловажно вспомнить про такое понятие, как кранчи. Кранчи — это переработки разработчиков в студиях. В основном они связаны с очень узкими сроками выхода игры и большим объемом задач. Очень часто кранчи приводят к творческому выгоранию. Во время выгорания ты буквально не можешь ничего делать. Не придумать что-то, не добавить в игру. Тебя все раздражает, нет вдохновения, появляются проблемы в личной жизни, ну и дальше по списку. Из-за кранчей разработчики чисто физически не могут работать над проектом с удовольствием, а как следствие и качество конечного продукта ухудшается. Глава 3. А кто виноват-то? Игры превращаются из искусства в бизнес, по моему мнению, из-за двух вещей. Мобильный сектор, а точнее его аудитория, и издатели, которые видят, какие огромные деньги приносят мобильные игры и пытаются перенести виды монетизации из мобильных игр на компьютерные. И ведь правда, если мы посмотрим на мобильные игры, сразу станет ясно, откуда корни растут. Ограниченное число ресурсов, случайные награды, дополнительные жизни, премиум аккаунты и прочие виды монетизации в большинстве своем появились впервые в мобильных играх. Казуалы, подавляющая группа мобильных геймеров, как-то схавала всю эту монетизацию, и сейчас игры на телефонах приносят баснословные деньги издателям, отчего делать игры на другие платформы просто гораздо менее выгодно, ведь затраты на их производство гораздо выше, а профита от них меньше. Мобильный сектор, по сути, является олицетворением ситуации, когда игры являются бездуховными продуктами бизнеса, созданными лишь бы заработать денег. В большинстве игр на телефонах нет абсолютно никакого творческого и оригинального. Игры зачастую просто копируют геймплей и задумку друг друга, лишь меняя интерфейс, звуки и модельки. Глава 4. Последний оплот искусства. И вот, казалось бы, игровые издатели впихивают палку доната игрокам в задницу все глубже и глубже. Игры перестают приносить удовольствие и становятся рутиной. В этот момент появляются они. Инди-разработчики. Эти безумцы делают такие игры, о которых игровые компании и подумать не могли. Они полностью открыты в творчестве и вольны делать что угодно, как угодно, без страха быть побитым палкой эффективного менеджера за нарушение дедлайнов. А самое главное, что это все с бюджетом в банку пива. Инди-разработчики — это истинные гении, гуру, мастера и просто крутые челы, которые продолжают делать реально отличные игры, которые не вставляют игрокам в задницы палку доната, которые реально любят своего творчества и свои детища. То, что делают инди-разработчики, это и есть искусство в истинном его виде. Да, порой странное, да, порой не оптимизированное, да, порой багающее и лагающее, но все же искусство. В них есть свой шарм, своя душа, что-то необычное, и это правда прекрасно. Если вы устали от больших AAA дрочилин с донатом, просто погуглите интересные инди-проекты, и вы удивитесь, насколько много удовольствия могут приносить игры и даже не быть рутиной. Эпилог. Так все же, игры — искусство или бизнес? Ответ на вопрос в названии этого ролика достаточно неоднозначен. Игры могут быть как чистым и прекрасным искусством, как и серым безликим бизнес-проектом, созданным лишь бы заработать денег. А может быть и чем-то средним. Является ли игра предметом искусства или бизнес-проектом, зависит исключительно от разработчика, издателя и условий разработки этой игры. Как по мне, мы еще не все окончательно просрали. Все еще выходят замечательные и уникальные в своем роде проекты, которые захватывают дух. Не вся игровая индустрия еще пропахла смрадом монетизации.
творцы. И остались еще крутые разработчики с уникальнейшими идеями. Нам надо лишь находить таких разработчиков и поддерживать их творчество любыми способами, начиная от простого лайка, комментария, репоста, заканчивая донатами. Кстати, голос одного из таких разработчиков вы слышите прямо сейчас, и я ни на что не намекаю, но вы бы могли лайкнуть, прокомментировать и поделиться этим видео с друзьями, если хотите помочь мне. Ну и не забывайте про Бусти, конечно, все ссылки в описании. Спасибо за просмотр и до встречи!